Здравствуйте, меня зовут Артем, и сегодня мы поговорим о подключении систем Призрак к аналоговым кнопкам. Аналоговые кнопки – это в основном рулевые кнопки на японских и корейских автомобилях. Обычно несколько кнопок объединены в группы. Каждая из групп соединена с каким-либо блоком автомобиля, которым она управляет, например, магнитолой, по двум проводам. Первый с положительным потенциалом, на котором изменяется напряжение при нажатии на кнопку, и второй масса, относительно которой измеряется это напряжение. Нажатию на каждую кнопку соответствует определенное напряжение на положительном проводе. Его и видит призрак, когда автовладелец нажимает на кнопки, например, при вводе пин-кода. Для измерения этих напряжений необходимо применение элементов аналоговой электроники. Подключение к таким кнопкам производится посредством аналоговых входов. Поэтому и кнопки мы называем аналоговыми. Для подключения системы Призрак к выбранным кнопкам, первое, что нужно сделать, это найти те самые два провода, по которым данная группа соединена с автомобилем. Мы называем их референсная масса и аналоговые кнопки. В подавляющем большинстве случаев подключение производится под кожухом рулевого колеса. Узнать, какие именно провода нужно подключать на конкретном автомобиле, можно тремя способами. В интеграторе вы найдете фотографию разъема, у которого осуществляется подключение, указание на конкретные провода для подключения и перечень кнопок в каждой группе. Если вам доступны электрические схемы на автомобиль, данную информацию вы легко найдете в них. Самостоятельно определить нужные провода можно с помощью мультиметра. Далее мой коллега продемонстрирует, как это сделать. Включаем зажигание. С помощью мультиметра ищем провод аналоговые кнопки. На этом этапе измерение напряжения на нем определяется относительно общей массы автомобиля. Уровень напряжения на этом проводе зависит от того, какая из кнопок нажата. Если не нажата ни одна из кнопок, то на этом проводе присутствует напряжение покоя, которое обычно составляет от 3 до 6 вольт. На данном автомобиле провод аналоговая кнопка – это коричневый провод. Максимальное напряжение, которое воспринимает призрак, 6 вольт. Далее ищем провод референсная масса. Напряжение на нем равно нулю или близко к нулю относительно массы автомобиля. Найденное напряжение не должно меняться при включении режимов подсветки кнопок рулевого колеса или обогрев обода рулевого колеса, нажатии любой кнопки на рулевом колесе, в том числе и управление клаксоном. Проверяем, что это именно та масса, которая нам нужна. Извлекаем пин из разъема, все кнопки из данной группы перестают работать. При нажатии на любую кнопку напряжение покоя не меняется. После того, как провода найдены, подключаем к ним соответствующие выводы призрака. В наших системах серый-черный провод – это референсная масса, а серо-желтый – аналоговые кнопки. Далее нужно прописать подключенные кнопки и назначить кнопку программирования. Это необходимо сделать в течение 15 минут после согласования блока с автомобилем. В противном случае придется сбрасывать блок к заводским установкам. Обратите внимание, что 15 минут отсчитываются только при поданном на призрак питании. Поэтому во время поиска кнопок и их подключения снимите питание с системы. Далее я продемонстрирую процедуру программирования. После успешного согласования блока с автомобилем нужно включить зажигание, подождать не менее 5 секунд и поочередно нажать все кнопки на руле. Кнопки, нажатие на которые подтверждается звуковым сигналом, доступны для использования. Далее выключаем зажигание и должна прозвучать трель. Если при нажатии на кнопки нет никаких звуковых сигналов или нет трели после выключения зажигания, необходимо проверить подключение и провести процедуру заново. Призрак запоминает только те кнопки, нажатие на которые подтверждалось звуковым сигналом. Чтобы провести процедуру заново, необходимо выполнить сброс к заводским установкам. Далее необходимо назначить кнопку программирования. Включаем зажигание, выбираем кнопку из доступных для использования, нажимаем и удерживаем ее не менее 5 секунд до звукового сигнала.
Выключаем зажигание. Кнопка программирования назначена. Хочу напомнить, что заводской пин-код это двойка, то есть двойное нажатие на кнопку программирования. Если вам необходимо проверить, какие кнопки видит система, это можно сделать в любой момент. Достаточно зайти в режим смены пин-кода. При этом менять пин-код не обязательно. Перед проверкой рекомендую вам посмотреть выпуск о смене пин-кода, чтобы нечаянно его не сменить. А сейчас мы проверим, какие кнопки видны на данном автомобиле. Включаем зажигание, проходим процедуру аутентификации, слышим трель и длинный звуковой сигнал, который значит, что заводской пин-код не сменен. Далее нажимаем 14 раз кнопку программирования. И после короткого звукового сигнала нажимаем все интересующие нас кнопки. Выключаем зажигание. Те кнопки, нажатие на которые подтверждалось звуковым сигналом, призрак видит, и их можно использовать. При нажатии аналоговых рулевых кнопок меняется напряжение на проводе с положительным потенциалом относительно отрицательного. Обязательно подключайте оба провода референсная масса и аналоговые кнопки. Недопустимо подключать провод референсная масса на общую массу автомобиля. Обязательно проверьте, что референсная масса найдена правильно. Прописать кнопки и выбрать кнопку программирования нужно в течение 15 минут после согласования. При обучении кнопок обязательно нажимайте все кнопки на руле. В этом случае точность определения кнопок максимальна. На этом все. Техподдержка для вас. Звоните.